девочки. И сегодня что я буду делать, да? Я буду рисовать акварелью. Пока вам покажу, да. Буду рисовать акварельными карандашами. И, может быть, с добавлением маркера, пока не знаю, да, посмотрим. Уже почти готово. Вы можете рисовать вместе со мной одновременно что-то свое, да. Можете писать тоже, какие у вас трудности в рисовании, если вы художники или начинающие художники. Я сейчас намечаю просто акварельными карандашами. И просто вот по ходу буду вам что-нибудь рассказывать, свои мыслишки. Я в последнее время уже вот говорила, это тоже на других занятиях. Люблю намечать именно акварельным карандашом, потому что он легко размывается потом. То есть нет этой проблемы, да, что нужно там стирать карандаш, вот это все. Ну и возвращаясь к теме, да, скорости, да, и какие вообще сроки, да. В принципе, ну если с нуля, да, вот как у меня ученики иногда приходят с нуля, да, ну опять же, да, все очень индивидуально. Иногда люди просто сразу, вот взрослые ученики, они могут сразу, да, уже через месяца 2-3 мы уже там спокойно рисуем фигуры, да, мы делаем такие задания, которые, в принципе, в художественных школах, да, там делают, может быть, на 2-й год, там, на 3-й. То есть здесь иногда люди просто как-то внутренне уже готовы, знают, что они хотят, и у них почему-то очень как-то это быстро получается. У детей не всегда так быстро, да, у детей или там подростков, там лет 12. Ну, это нормально тоже, да, потому что мы, во-первых, и пробуем разные. Нужно время, да, попробовать материалы, попробовать техники. Я в чат буду иногда посматривать, так что если какие вопросы, пишите. Вот, поэтому вообще, да, если вы, кстати, родитель, то есть надо дать время немножко детям на то, чтобы вообще, да, какое-то время должно пройти достаточно длинное, чтобы вообще какие-то результаты получились иногда. То есть иногда это совершенно выглядит вроде бы несимпатично. Но преподавателю, да, художнику видно, мне видно, например, да, что идет прогресс, что человек осваивает что-то новое, да, какие-то новые там маркеры мы пробуем, или мы пробуем там какие-то, да, фоны делать, да, для этого нужно просто иногда, да, закрасить лист акварели, да, каким-то определенным способом. И это там не будет какой-то, да, гениальной прям работой, но это тоже практика, да, которую нужно сделать. Вот, и поэтому здесь, конечно, нужно иметь терпение. Вот сейчас почему я эту тему вообще взяла? Потому что понятно, что наша эпоха, она очень стала реактивной, и вот это вот людям сложно, да, сфокусироваться сейчас на чем-то одном и вообще вот терпеливо, да, что-то делать без как бы результата. Вот это прям такой, да, челлендж сейчас для всех. А в творчестве это очень важно. В искусстве, в изобразительном, да, да и в любом, мне кажется, искусстве сейчас, музыке тоже, я думаю, да, важно вот просто, да, какое-то время что-то делать, не ожидая особо сильных результатов. Просто здесь нужно кайфовать от процесса, да, то есть это должно быть удовольствие. И тогда нет, да, такого прям зацикливания на результате, на какой-то картине красивой, да, а вы просто вот берете, да, и без лишних каких-то там размышлений что-то начинаете делать руками, да, или там даже там в цифровом виде, здесь без разницы.
вы просто начинаете, да, производить какой-то продукт, да, регулярно. Об этом, опять же, вот я часто упоминаю Джулию Кэмерон, да, она об этом пишет, что вот как писатель, да, нужно сесть, да, и там по 3 страницы, не знаю, в день, да, писать, чтобы книгу написать, да. А художнику нужно какое-то, да, количество работ делать, любых причем, вот любых. Скетчей, да, плохих работ каких-то, которыми вы будете недовольны, которые вам покажутся, что они как-то вот бессмысленные, может быть, какие-то, да. Но их надо сделать. Их надо сделать, да, и вот воспринимать это как то, что это количество, да, переходит в качество, как нам, помню, говорили. Поэтому здесь, конечно, вопрос дисциплины. Здесь встает второй вопрос, да, как это сделать. Если вы, да, человек дисциплинированный, то можно самостоятельно, да, это делать спокойно себе, поставить какие-то цели. Можно количественные цели, кстати, себе поставить, там вот в месяц сделать, не знаю, там 20 скетчей или 10, ну или какое-то количество, да. Можно пойти куда-то, да, заниматься. Можно еще как-то, да, какие-то посещать мастер-классы. Ну, какие-то можно, да, не знаю, с кем-то можно взять кого-то, да, друга, чтобы вы отчитывались, да, о результатах. Если, например, вы не хотите, да, заниматься там еще, может быть, да, не готовы, то можно просто кому-то отчитываться, что вот я должен сделать 10 работ, да, и потом отчитаться, что вы это сделали. То есть здесь важна регулярность, конечно. И вот здесь я, конечно, мягко подвожу под то, что я сейчас как раз группу собираю. Вот если кому интересно, онлайн по рисунку, вообще другим, да, техникам. Если интересно, то есть вы можете попробовать это вместе со мной. Ну, или вы можете самостоятельно тоже, да, это делать. Почему нет, да, сейчас очень много действительно на ютубе, да, всяких обучающих видео. И вполне, да, очень сейчас много, да, людей, которые учатся самостоятельно. И, кстати, очень хорошие тоже результаты имеют. Здесь просто важно, да, выходить все равно, да, немножко общаться, да, там, с другими творческими людьми, какой-то круг формировать, чтобы немножечко не зацикливаться вот в своем таком каком-то замкнутом мире. Ну и смотреть, что люди делают, да, то есть выходить обязательно на выставки какие-то, любые смотреть, да, что происходит, современные выставки смотреть. Даже если вам там что-то не нравится, то есть вы уже составите какое-то мнение, это вам поможет тоже, да, свою как бы практику как-то отрегулировать, да, и вообще понять, где вы находитесь, да, вот на всем этом фоне. Вот я сейчас наметила примерно контуры, да, ну такой вот у меня портрет будет. И, кстати, акварельным карандашом можно даже тоже немножечко сделать фон. Вы можете вообще только им, да, рисовать. Но я люблю совмещать, смешивать, поэтому сделаю сейчас такую небольшую подложку.
Очень полезно, кстати, читайте, да, вот биографию художников и анализируйте, да, как они работали, да, сколько там у них время уходило на какие-то вещи. Что есть вещи, которые меняются, а есть вещи, которые не меняются. А, И, конечно, сейчас все ускорилось, да, но все равно, да, чтобы научиться, там, не знаю, нарисовать фигуру, вам нужно сделать определенное количество скетчей. И здесь, кстати, еще тоже такой момент интересный, с которым я сталкиваюсь тоже как преподаватель, что некоторые считают, что вот, например, для иллюстрации, да, обязательно нужно на планшете рисовать. Да, а без планшета вроде как уже вы не будете иллюстратором. Ну, то есть здесь надо понимать, что без разницы вот на самом деле, на чем вы рисуете, да, вы можете рисовать только на планшете, вы можете рисовать вручную. Вам надо сначала понять, как рисовать, да, вам надо понять пропорции, вам надо понять вообще, где вот глаз будет, где нос, и как это, чтобы оно все, да, не разъезжалось. И без разницы, да, вы можете это осваивать в цифровом виде сразу, если вам так комфортнее, да, если вам, да, вот тянет прям на этот способ. Вы можете делать вот карандашные эскизы, потом их сканировать и уже обрабатывать, например, да, там в редакторах. Можете делать только вручную. Вот нет такого сейчас какого-то одного варианта, который, да, исключает другие. Все зависит от ваших склонностей. Выбирайте то, что вам комфортно просто. Вот, ну, то есть это не значит, что если вы рисуете от руки, да, вот как я сейчас, что это как-то вроде несовременно. Это просто другой вариант, да, и другой способ. Его тоже можно цифровать, да, при желании. Смотря, да, для чего, опять же, да, мы рисуем. То есть, если вы, например, да, готовите себя к карьере там, дизайнера, графического дизайнера, да, дизайнера, иллюстратора, и вы понимаете, что вам надо будет, да, там эти работы делать, например, быстро, да, для журналов, для каких-то проектов, и там сдавать их в хорошем качестве, да, тогда, конечно, лучше сразу, наверное, делать их в цифровом виде. Или сразу готовить этот процесс, да, под цифру, да, сразу понимать, в каком вам формате рисовать, да, чтобы качество было хорошее, максимальное. А может быть, вы просто, да, хотите продавать свои оригиналы и выставлять, да, продавать, тогда тут уже можно так, можно от руки. То есть не ограничивайте себя, да, вот какими-то такими понятиями. Так, ну что, сейчас, наверное, добавлю какой-нибудь цвет еще дополнительный. Пишите, да, какие-то вопросы, кто смотрит, так будет интереснее. Вопросы по творчеству, да, вопросы, сколько мне лет, это не вопрос интересный, поэтому пишите вопросы актуальные по теме. Так. И вот сейчас я, кстати, по мокрому рисую, да. Наверное, это многим уже знакома эта техника. Мы тоже разбирали ее вот здесь на прошлых занятиях. Я вообще очень люблю эту технику. Я считаю, что если вот акварель, да, вы хотите освоить, то нужно освоить технику по мокрому. Хотя бы просто ее попробовали. Потому что мне кажется, вот именно в этой технике акварель по-настоящему себя как-то проявляет. Ну что, сделаем красные волосы.
Ну, пока вопросов нет, я тогда вам расскажу, что я планирую для группы. Для группы онлайн по рисунку и не только по рисунку, по акварели. Так что я обычно всегда смотрю, да, по людям, по запросу. То есть у кого какой будет запрос, то мы будем разбирать. Но будем двигаться, как бы, да, как обычно, от простого к сложному. Изучать, да, и техники, да, и направления, и как рисовать, да, людей, как рисовать животных, как рисовать предметы, да, как создавать объем, что такое перспектива. Абстрактно, да, если кому интересно, но это может быть отдельная такая группа у меня будет. Это вообще, да, то, что я все хочу сделать. У меня уже, кстати, есть такой, как мини-курс. Это в Инстаграме тоже я выставляла. Короткий достаточно по абстрактному рисованию. Можете тоже посмотреть у меня там. Ну, группа тоже будет интересно, на самом деле, это сделать. Вообще идей много, но надо реализовывать. Вот. Пока что вот по рисунку, я думаю, что это актуально. Группа, да, небольшая, то есть сразу скажу, что там больше 5 я не буду брать, потому что я, в принципе, не очень люблю большие группы. Я люблю индивидуальную работу, когда можно, да, уделить спокойно внимание человеку. И, ну, одновременно, да, в группе можно, да, какие-то вещи проработать, да, тоже для учеников, да, для людей это полезно. Да, посмотреть вообще, как другой человек эту задачу решает, да, как-то обменяться мнениями. То есть вот сейчас я просто так мягко развиваю этот портрет. Иду от пятна, да, то, что называется от пятна. Можно сделать такие симпатичные затеки какие-нибудь сейчас. То есть здесь уже можно экспериментировать. Вот это то, что я люблю в акварель, да, вот эти красивые растеки, затеки. Поэтому, конечно, продолжая тему, да, можно ли быстро научиться рисовать? В принципе, конечно, можно, смотря, да, что считать быстрым, да. Ну, конечно, не обязательно сейчас 6 лет, да, чтобы научиться рисовать. И так базово, да. То есть, в принципе, если вы будете рисовать каждый день, то уже, да, за полгода, год можно научиться, да, базовым вещам. Но, конечно, чтобы совершенствовать, да, свои навыки, нужно больше времени, да, нужно продолжать, нужно все время что-то делать, да, все время
да, какие-то пробовать, да. Если это рисование, то нужно рисовать, да, регулярно. Потому что это как наша такая мышца, которая она слабеет, если мы ее не используем долгое время. Конечно, иногда перерывы тоже нужны. И они у меня были тоже. Но, да, иногда они помогают, да, кстати, тоже вернуться с каким-то новым ощущением. То есть перерывы могут быть, да, на какую-то другую технику, на какое-то другое направление. Просто, да, вам нужно подумать о жизни, да. В эти перерывы вы тоже используйте их как какую-то возможность что-то переосмыслить, да. Можно записывать просто и какие-то идеи в этот момент. Да, просто по обстоятельствам, да, нет времени, бывает. Так тоже случается. Используйте это время тогда просто для фиксирования каких-то идей, мыслей. Ведите дневник. Конечно, было бы мне интересно узнать, да, какие у вас трудности возникают при рисовании, да. Для тех, кто будет смотреть записи, можете мне тоже писать под этим видео, какие вообще вот трудности у вас возникают, когда вы рисуете, да, или вы еще только, может быть, хотите начать. Что вас пугает, что вас останавливает? То есть вот этот, может быть, да, мифический такой, с моей точки зрения, да, страх там белого листа. Ну, мифический он для меня, может быть, потому что у меня как-то его не было. Здесь просто можно посоветовать закрашивать его побыстрее просто, и все, и не будет белого листа, и не будет этого страха, да. То есть, ну, перфекционизм, да, такой, то есть, когда хочется сразу красиво, да. Вот здесь не слишком, да, доверяйте там каким-то инстаграмным тоже вот красивым таким рисункам. Ну, то есть в том смысле, что вы просто не видите, да, всю ту работу, которая была проделана, что кажется, что это очень все, да, у человека получается, да, у вас не получается, и получается расстройство. А, Просто, да, вы видите как бы верхушку айсберга, а там, да, человек 10-20 лет, да, уже рисует. И не показывает, да, плохие работы или первые работы. Поэтому старайтесь просто, да, спокойно воспринимать это. То есть я сейчас просто потихонечку развиваю этот лист. Да, у меня уже есть какое-то пятно, да, обратить внимание, да, это важно, да, какое-то есть пятно, и оно уже создает какую-то композицию. И контраст создает, да. Мы уже как бы сделали что-то темное, что-то уже определенно светлое. И потом уже в детали идем. Ну, это такой классический, конечно, подход. Опять же, не обязательно, не все так работают. Ну, я вот так вот делаю сейчас. И акварельный карандаш, он вам помогает, да, какие-то места, да,
сделать более мягкие, более такие нейтральные, да, он как бы подстраховывает вот в таком рисунке, да. У вас уже есть там какая-то линия, и нужно просто иногда ее немножечко размыть, а можно оставить, то есть здесь опять же на ваш выбор. Ну что, вопросов нету? Да, просто продолжаем. Вы можете тоже рисовать сейчас вместе со мной. Можете повторить этот рисунок. То есть главное, да, возвращаясь к нашей теме, не бросать все, да, после какого-то короткого периода, особенно если вы работаете с преподавателем, да, не перекладывайте, да, эту ответственность на преподавателя, да, что там, да, у вас не получается, и поэтому это просто у вас там... Нет, всякое, конечно, бывает, да, ну, как правило, да, просто нужно время, опять же, да, чтобы вы просто поделали работы. И хороший преподаватель, да, он вас не будет торопить, он вас не будет критиковать в этот момент, да. Он вам даст это время просто на пробы, на тестирование. Он или она. То есть вы можете в акварели идти, кстати, вот, да, вот такими потихонечку наслаивая, да, если страшно сразу от пятна, так вот по мокрому, можете просто наслаивать понемножку. Но не везде, да, это проходит. Вот на больших плоскостях это немножко по-другому будет выглядеть. А, Моя вот эта девушка в данном случае будет на белом фоне. Я не буду делать фон, да, то есть будет такой более иллюстративный вариант. Можно сделать что-то здесь. У меня часто все время, да, сочетание розового и зеленого, поэтому, пожалуй, добавим немножко весеннего чего-то. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Там у меня вся информация по занятиям, по урокам. К инстаграму, конечно, тоже. Там тоже у меня много всего. Э, На фейсбуке тоже у меня группа. То есть кому где удобнее, присоединяйтесь, подписывайтесь здесь, чтобы не пропускать, да, что-нибудь полезное.
Может быть, даже и фон сделаю, пока не знаю, может быть, и надо добавить немножко яркого. То есть это вот тот алгоритм, как вы тоже можете работать, да, просто по ходу, да, не пытайтесь принять там решение заранее, все решения, да, просто смотрите потихонечку, да, работа, она очень часто, да, сама подсказывает, что она хочет. Сделаем такое разноцветное совсем. Сегодня у нас серый день, поэтому хочется, да, чего-то мне яркого, такого голубого неба. Все тоже, да, у нас идет сейчас акварель по мокрому, и по ней можно что-то сверху, да, сделать как по мокрому варианту, да, так и по сухому. По влажной бумаге, конечно, ручкой лучше не рисовать. Можно рисовать карандашом акварельным. Да. Сейчас просто, да, какие-то Ну что, как вам мой рисунок? Напишите. Пока, да, такой очень быстрый, да, вариант, который можно уже углублять, да, дальше. Но ему надо будет подсохнуть. Ну, я вам показала, да, вот как можно вообще с чего начинать, да, как развивать работу, да, чтобы она у вас сразу вот в листе складывалась пятном. То есть помните про пятно, это вот очень важно. Такое, знаете, двумерное мышление, ну вот в рисовании, да, это основное. Ну что, раз вопросов нет, я тогда буду завершать. Я снова, да, вас приглашаю в свои соцсети, в Телеграм, приглашаю вас в мои, сейчас идет набор на группу по рисованию, онлайн-группу небольшую. Это такой хороший способ, да, позаниматься, да, в хорошей компании и с преподавателем. И стоимость будет очень такая небольшая.
Буду рада всех видеть. И подписывайтесь, да, оставайтесь здесь. Эту работу я, наверное, еще подрисую и выложу куда-то, наверное, в Телеграм, в Инстаграм, когда она немножечко подсохнет. Вот, посмотрим. Сейчас надо ей дать время. Ну что, на этом тогда прощаюсь. С вами была Ольга. Всем пока.